Начало 30-х годов нашего века. Радио завоевывает мир. Оно становится важным источником информации о делах земных. Но исследование космического пространства по-прежнему ведется традиционными методами астрономии, с помощью оптических телескопов, известных еще с эпохи Галилея и Ньютона. В 1932 году молодой американский инженер Карл Янский, изучая с помощью специальной антенны и чувствительного приемника источники радиопомех, обнаружил, что один из них находится вне Земли. Радиоизлучение приходило из центральной части нашей галактики. На первых порах это открытие заинтересовало не астрономов, а радиолюбителей. Первый радиотелескоп построил Грот Рибер. Дальнейшие исследования показали, что кроме узкого оптического окна прозрачности, в атмосфере существует значительно более широкое радиоокно, через которое можно производить наблюдения даже сквозь облака. Источниками радиоизлучения оказались многие космические объекты: Солнце, планеты, межзвездные газовые туманности, активные галактики. Для приема их излучения стали использовать радиотелескопы, способные с помощью специальной антенны и чувствительного приемника собрать и усилить слабое радиоизлучение далеких источников. Антенны радиотелескопов бывают самых различных форм, но чаще всего это металлические чаши в форме параболоида, концентрирующие радиоизлучение в точке фокуса. Если диаметр антенны не превышает 100 метров, ее делают подвижной, способной точно ориентироваться в сторону источника и следить за его суточным движением по небу. Более крупные антенны, размером в многие сотни метров, делают частично подвижными. При этом зона обзора радиотелескопа уменьшается, но возрастает его разрешающая способность. Такова конструкция радиотелескопа ДРК-1000 в Пущино. Крупнейший советский радиотелескоп Ротан-600 также обладает частичной подвижностью антенны. Благодаря суточному вращению небесной сферы радиоастрономам доступно наблюдение за большинством радиообъектов. Принятый сигнал закладывается в ВВМ, и после соответствующей обработки данных вычисляют координаты источников и мощность их излучения. С помощью радиотелескопов проводят и радиолокацию планет, уточняя космические расстояния и изучая рельеф и свойства поверхности некоторых небесных тел. Благодаря радиоастрономам за последние десятилетия сделан целый ряд замечательных открытий. Обнаружено излучение межзвездного газа, пульсары, радиогалактики, квазары, приоткрыты тайны далекого прошлого Вселенной. Для повышения разрешающей способности радиотелескопов создают системы из множества небольших антенн. Изучая объекты последовательно, точка за точкой, они позволяют получить четкое радиоизображение с большой степенью детализации. Иногда для пристального слежения за одним объектом объединяют радиотелескопы, расположенные на разных материках. Но планы радиоастрономов идут дальше. В Советском Союзе уже созданы первые космические радиотелескопы. Их рабочей площадкой станет вся Солнечная система.